Что значит математический интеллект? Что делать? Как ускорить решение таких примеров? Чем больше способов быстрого счета ребенок знает, тем лучше. Здравствуйте, меня зовут Шамиль Ахмадуллин, и вы на канале Школы скорочтения и развития памяти у детей. В этой программе «Учимся учиться» я отвечаю на видео-вопросы родителей, взволнованных обучением своих детей. В прошлой программе я отвечал на видео-вопросы родителей, и она спрашивала, как научить своего ребенка быстро и правильно считать. Если вы не смотрели первый выпуск, то ссылка находится надо мной, обязательно посмотрите его. Ну а если смотрели, то продолжаем. Сегодня я буду рассказывать про методы, которые позволяют ребенку его математическое мышление довести до очень высокого уровня. То есть, чем больше способов быстрого счета ребенок знает, тем лучше, тем больше развито его математическое мышление. Итак, первый метод. Обычно ребятам очень проблемно считать вот такие примеры. Например, из 24 вычесть 7, из 26 вычесть 8, из 35 вычесть 9. Попробуйте остановить это видео и засечь время, за сколько ваш ребенок сделает эти примеры. Что делать? Как ускорить решение таких примеров? Можно сделать очень просто. Можно вычесть сначала 10, а потом прибавить 3. Так мы делаем, когда вычитаем семерку. Ну и здесь по аналогии вычитаем десятку, прибавляем двойку. Здесь вычитаем десятку, прибавляем единицу. Это сделать значительно проще. Соответственно, из 24 вычитаем 10, это у нас 14, плюс 3 это 17. 26 минус 10 это у нас 16, плюс 2 18. 35 минус 10 это 25, плюс 1 26. Необходимо довести этот навык до автоматизма. Если ребенок не понял, как я выполнил эти примеры, то прежде чем продолжить просмотр, перемотайте видео назад и просмотрите его еще раз. И дайте ребенку несколько примеров для того, чтобы он решил самостоятельно. Следующий метод – это умножение двузначных или трехзначных чисел на однозначные. Ну, например, нам нужно 56 умножить на 3 или 719 умножить на 4. Как сделать это проще? Делим на десятки единицы, 50 умножаем на 3 и, соответственно, прибавляем 6 умноженное на 3. 50 на 3 получается 150 и 3 на 6 18. То есть получаем 168 очень легко и просто. Это можно сделать даже в уме. Теперь здесь чуть сложнее. 700 на 4 плюс 10 на 4 плюс 9 на 4. Получаем 2800 плюс 40 плюс 36. И складывается это тоже достаточно просто. Получается 2876. Даже в уме при определенной сноровке это можно провести. Если ваш ребенок не понял, как пользоваться этими методами, то перемотайте видео назад и, соответственно, пусть он просмотрит еще раз и поймет, как выполнить эти примеры. Ну а я дам вам два примера, которые ребенок должен решить самостоятельно. В комментариях к этому видео пишите,
ответы, которые у вас получились. Третий метод – это деление на пятерку. Обычно ребята не могут моментально разделить число на 5. Давайте посмотрим, как это сделать просто. Например, 720 делим на 5. При делении на 5 можно просто поделить сначала на 10, а потом умножить на 2. Ну, например, 720 мы делим на 10, а потом умножаем на 2. И 72 умножаем на 2, это получается 144. Это значительно быстрее, чем пытаться 720 делить на 5. Еще раз, если ребенок не понял, как я провернул это действие, перемотайте видео и просмотрите еще раз. А я дам несколько примеров для того, чтобы ваш ребенок прорешал их перед экраном. 170 делим на 5 и 355 делим на 5. Пишите в комментариях пример и ответ, который получился у вашего ребенка. Следующий метод быстрого счета называется метод бабочка, и на своих курсах нементальной арифметики мы его ребятам даем, и им очень нравится. С помощью этого метода можно легко складывать и вычитать дроби. Ну, например, у нас 5 седьмых плюс 3,4. У нас 5 седьмых плюс 3 четвертых. Берем ручку другого цвета, чтобы было понятнее, и рисуем вот такую бабочку. И у нас у бабочки 2 усика. Вот такая штучка. Под одним усиком у нас получается результат перемножения 5 умножить на 4, это у нас 20. Под вторым усиком 7 умножить на 3, это у нас 21. Ну а здесь перемножаем 7 на 4, 28. Поднимаем этот знак плюс и получаем следующее: 20 21 делить на 28. Ответ у нас 41 28. Соответственно, 1 целая 28, и здесь у нас остается 13. Такой способ сложения и вычитания дробей очень нравится детям, потому что им нравится рисовать бабочку, и таким способом получается решать быстрее. Если ваш ребенок не понял, как выполнять эти действия, то перемотайте видео, пусть ребенок еще раз посмотрит, что я делал, а я напишу примеры для того, чтобы ваш ребенок самостоятельно посчитал, сколько получится. И давайте разберем еще один пример методом бабочки. Например, 9 одиннадцатых минус 1 седьмая. Рисуем нашу бабочку, усики. И что у нас получается? 11 на 1 это у нас 11, а 7 и 9 у нас 63. 11 умножить на 7 это у нас 77. Здесь у нас поднимается знак минус, соответственно, получаем 63 минус 11 делить на 77. 63 минус 11 это 52 77. Все достаточно просто.
Если ребенок не понял, как я это выполнил, перемотайте назад и дайте тот же пример, пусть ребенок проделает те же операции, что проделал я. Методов быстрого счета значительно больше, чем я показал, но если ребенок освоит хотя бы эти 4 метода и будет использовать их при решении примеров в школе, то его математический интеллект будет расти. Что значит математический интеллект? Это означает, что когда ребенок выполняет абсолютно разные действия с числами, разными способами, то растет его понимание в принципе математики, в принципе арифметических действий, и он значительно легче в голове проводит различные математические действия. Ну и рекомендую вам довести все-таки понимание этих методов у ребенка до автоматизма. Если что-то непонятно, пересмотрите еще раз до того уровня, пока ребенок не сможет 3-4 примера без подсказок самостоятельно решить. Спасибо за внимание. Присылайте свои видео-вопросы на нашу почту вопрос@turborit.ru. Ну а я, Шамиль Ахмадуллин, в своей программе «Учимся учиться» буду на них отвечать. Успехов в учебе! Пока-пока!